Всем здорово. Решил я, значит, сделать фастовый внеплановый ролик, но что-то пошло не так. Значит, дело было так. Я себе просто фармил и качался и подумал, что-то мне скучно. Да и фармить одно и то же подзаебало. Давай-ка, значит, как-то усложним задачу и попробуем что-то новое. И тут в голове голос говорит: «Дождевик, бери дождевик». Ну, сказано, сделано. Так и появился на свет этот видос. Я родился. В общем, в чем суть? Я немного устал от обычной рутины и делать одно и то же. Поэтому решил немного получить какие-то новые ощущения. После того, как я получил штурму, все стало еще более скучно и однообразно. Ролик об этом, кстати, можешь посмотреть у меня на канале. Там еще, кстати, розыгрыш 10 миллионов до 30 мая. Так что можешь еще успеть поучаствовать. Вся информация в этом ролике. Так вот, по поводу дождевика. Беру с собой только сам дождевик, сумку на вес. Артефакты мы не берем, нам это не нужно. Дробовик беру охладитель, а из основного гана беру пушку из БП. Естественно, мы это ничего не точим, ибо нахер надо. Точиться это вообще зашквар. Всякие штурмы, детекторы, контейнеры, мастерские ганы плюс 15 убираем подальше. Нам это не пригодится. А, хотя стоп, прицел только возьму обратно. Вообще, на самом деле, я долго думал, что взять в качестве основного оружия. Думал взять ПМ. Но потом передумал и подумал опять, что если этот видос зайдет, то еще больше усложним задачу. Так и в чем, собственно, смысл ролика? Смотри, я буду фармить кузню. Моя цель сделать так, чтобы эти 40 миллионов 440 тысяч превратились в 41 миллион 440 тысяч. При этом сильно ограничив себе возможности заработка, чтобы было интереснее. Фармить я буду кузню. Играем на мастерских серверах. Из закупа я беру только аптечки и патроны, чтобы жизнь медом не казалась. Все эти бафы на скорость, выносливость и так далее — это для слабых. Мы же идем по пути страдания. Из остального беру только инъекторы и один ивентовый схрон, а то 3 брать зашквар. Так как я в дождевике и у меня нет защиты от третьей пси, я буду ходить на кузню по длинному маршруту, через приток. Вот так. Что еще важно? Правила по фарму. Фармить я буду только споты людей и мутантов. Всякие протки или собирательства сразу нахер. Это неинтересно и можно делать с любым экипом, и результаты будут почти одинаковыми. Нам это не интересно. В счетчик продаж будет идти только хлам и бартер по типу вещества. Остальные шмотки, субежки или еще какие-то в счет брать не буду. Кроме аккумуляторов, разве что и арты, которые по дороге просто будут валяться. По уровню БП у меня на старте 716 уровень. Посмотрим, сколько будет в конце. Если с этим все понятно, погнали начинать. Итак, первая попытка. В принципе, убиваются более-менее нормальным темпом. Но дамаг, конечно, лютый. В упоре просто за миллисекунду укладывают. А если положили, то это уже все. ГГшка. Ну, значит, бежим заново, а что еще делать? Схрон ставлю в этом месте. А вся моя зона фарма ограничивается этой территорией и максимальной возможностью избегать других игроков, а то убьют с 2 пулек. С таким-то экипом даже речи не идет о сопротивлении. А что по фарму? Потихоньку идет, главное убивать быстрее, чем они среагируют. Итак, что же мне дали за первый спот? Да. Это будет долго. Сразу, конечно же, прячу все это в схрон и иду на заставу. Ну да, не все так просто. Начинаем заново. И все время, что я фармил в дождевике, люди почему-то странно на меня смотрели и удивлялись. Действительно, почему? Ну что тут такого? Ну захотел человек выйти голым на улицу. С кем не бывает. Такие они болотники. Что ж, адекватные люди выпиливаются после увиденного. Не, ну а мне это сокровище не помешает. Как обычно, вражеский голдспот зачистили и оставили меня без фарма. Придется идти дальше. К примеру, на Сосычей. Заодно протестирую охладитель. Не, ну неплохо. Я думал, будет похуже. А от него Сосыч с 2 тычек отлетает. Это мне нравится. Следующий спот Зевкаса тоже был зачищен. Как и еще один вместе с Сосычами. По дороге назад встретил мирного свободовца. На удивление он меня не трогал, человек понимающий. Понимает, что мы на одной волне, курим одну и ту же болотную травку. Вообще, это меня удивило. Давно я не видел игроков, которые тимлятся после переработки анимаций.
Хотя, конечно же, большинство все-таки убивает бедного дождевичка. В общем, после этого я пошел на вынос с вот таким вот лутом, и получилось у меня аж 65 тысяч. Ну а мы двигаемся дальше. Next попытка началась с сосучей. Их мне за этот челлендж было фармить комфортнее всего остального. После чего я просто бегал кругами в ожидании, что хоть что-то зареспаунится. Но меня прервали тревожные красные черепки рядом со мной, поэтому мне нужно было убираться подальше, но не вышло. Прибыв на свой труп, я обнаружил, что тип меня даже не лутал. Это меня радует. Вообще, большинство типов, которые меня килляли в дождевике, после не лутали. Не все, конечно, но большинство. А также много типов просто не трогали. Иногда я думал, а Сталкрафт ли это? А то что-то не похоже. Долутав этот спот, я собрал все со схрона и пошел на вынос. В этот раз вышло 73 тысячи. Да уж, как же больно, когда они попадают. Но я уже начинаю привыкать, будто бы у себя дома нахожусь. А я типа такой мирный дождевичок себе иду, никого не трогаю. Да вот все, кого не встречал, были почему-то в ахуе, что дождевичок лутает кузню. Ну типа, а что тут такого? Ну лутаю кузню в дождевике. Не нужно так удивляться. Эх, знал бы он, как нам дождевикам тяжело в пакете живется. Тяжелая жизнь пакетов. А, да не этот пакет. Короче, залутал еще раз сосочей из-под зевкаса. Залутал свой многоразовый труп и схрон, и пошел на очередной вынос. И да, если я не показываю смерти, это не значит, что их нет. Их достаточно много, более чем. Так что вот небольшая нарезочка под фонк. Ну а что по выносу? А он получился рекордным, на 110 тысяч. Вот так бы всегда. Бегу я себе такое на стандартное место кормежки. И вот что это такое? Какого хуя он здесь стоит? Да, тяжела судьба дождевика. Дофармил я таки тот спот, и поглядите-ка, что мне выпало. Это же ключик от заводского. В обычной ситуации мне было бы похер, но сейчас это мое спасение. Как раз на нашей стороне его можно открыть, что я и сделал, и сразу побежал выносить. И как раз в этот момент на базе начался адский пиздец. Идти, конечно, было очень опасно, нужно было проскочить вот эту часть, а далее обойти сзади к базе. Другими путями идти было еще опасней, но я таки добежал и залутал 240 тысяч. Конечно, только благодаря сейфу. Без него стандартная 60к было бы. Но в любом случае мне осталось полляма. Вот знаешь, этот вынос на 240к, по эмоциям, наверное, сравним с обычным выносом где-то на 2-3 кк. Вроде бы типа мелочь, но когда ты ставишь себя в такие рамки и ограничения, то даже вот эта гребаная туалетная бумага становится ценным ресурсом, и ты ее не выбрасываешь, а загребаешь каждую такую мелочь. Да, как меняется восприятие игры, когда ставишь себя вот в такие всякие рамки. Вот этот лут, который я бы даже не подбирал сейчас. Настолько это ценные вещи, что пиздец. Да, интересный опыт. Короче, дальше было все то же самое. Разные выбросы, те же споты и те же 60к. И я немного заебался пересматривать этот материал, писать под него сценарий и потом монтировать. Да это всего-то 3 часа, камон, осталось 5. Ты чё, не осилишь? Раньше же делал ролик с материалом в несколько дней. Да, делал. Но сегодня мне впадло это доделывать. Да и дальше ничего в принципе интересного не было. Все то же самое и те же выносы по 60к. Весь интересный контент закончился, поэтому я не хочу затягивать ролик еще больше. Переходим к финальному выносу. Вот у меня почти набрана цель. Забираю схрон и выношу. Лута тут, я думаю, мне уже точно хватит, чтобы набить эту цель. Ну вот и все. Дождевик поставил кузню на колени. Если подводить итоги, то ушло у меня на это 8 часов чистого геймплея. Если бы не залутал сейф, то, наверное, еще часа 2 нужно было бы поиграть. Но в целом я доволен. Я немного развеялся и отвлекся от того, что делал раньше. Кто-то скажет, типа можно было протки лутать или там хлам собирать. А я скажу, что не в этом была суть ролика. Вот и все. Короче, если понравилось и хочешь еще чего-то похожего, то думаю, ты знаешь, что для этого обычно делают люди. Ах да, по левелу БП 721 уровень. То есть за 8 часов зафармил 5 уровней.
Ну, кстати, еще не забудьте розыгрыш от 10 лямов. Если интересно, то инфа здесь. Ну, что еще сказать. В принципе, это немного разнообразило уже приевшийся геймплей. Так что я доволен, что я это сделал. Короче, если хотите продолжение, где, к примеру, из оружия у меня будет только ПМ, то дайте знать. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр.